Всем привет! Меня зовут Мадина. Когда-то я весила 100 килограмм, а сейчас похудела на 28 килограмм. И в этом видео вы узнаете, что я для этого делала. Я не была толстой, но мой гормональный фон или пубертат, что-то началось довольно рано, и уже в 11 лет у меня была грудь и попа. Видя своих сверстников, которые так не выглядели, мне казалось, что да, действительно, мне нужно похудеть. И, естественно, наши любимые паблики. 40 килограмм, типичная птичка. Я всего этого начиталась. Естественно, были диеты по дням. И, конечно же, я совершала всемирную ошибку гречнево-яблочно-йогуртовую, я не знаю. В общем, яблоки, гречка был мой рацион в течение 20 дней. И я помню, что я хотела похудеть на 10 килограмм, в итоге я похудела на 9. До сих пор помню этот день, как я сорвалась на мороженое, и как я его просто ела, и просто так была зла сама на себя, потому что я не похудела на 10 килограмм. Конечно же, я понахваталась стресса еще перед окончанием школы, так как были выпускные экзамены. Но еще большего стресса я хапанула уже по приезде в Чехию. Здесь первый год я похудела, я была очень рада, я приехала домой и немного гордилась собой, потому что я была немного стройнее, но на самом деле я была просто беднее. Я была беднее, потому что все мои деньги ушли на бюрократические штучки, на проживание, бытовые вещи, но на еду категорически не хватало, поэтому мой рацион был достаточно скудный. Это пачка сосисок на неделю, гречка, чай, очень такой лайтовый набор студента. Позже, уже через год, когда я уже знала язык, чешский язык в совершенстве, то я начала находить нормальные подработки с нормальными деньгами. И я начала покупать все. Я начала покупать все, что захочу. И у меня была какая-то травма. Мне нужно было просто заполнить холодильник так, чтобы там не было никакого места. А потом все это есть. Просто была такая проблема, что я закупалась на неделю, а съедала за день. Так я дорвалась, что я начала поправляться уже до 80 с чем-то килограмм. Для меня это снова была трагедия. Я не понимала, как люди могут весить больше 80 килограмм. На самом деле могут. На самом деле еще жахнет. Там я еще не знала. Но тогда я весила уже 80 с чем-то килограмм и потихоньку опять пыталась худеть, какие-то диеты, но я всегда срывалась. Я, наверное, больше, чем неделю никогда не могла высидеть ни на какой диете. Как я уже говорила, 80 килограмм мне был предел, и во время учебы в университете я стрессовала жестко, не по-детски, каждый год. Я думала, что это мой последний год в университете, что и меня выгонят, или что я просто не сдам какой-то экзамен. И единственное, что я делала, училась, ела, работала. Училась, ела, работала. Поэтому никакой нормальной активности речи быть не могло, ни о какой нормальной еде. У меня не было времени. После начинали случаться какие-то вещи в моей жизни, что это был запредельный стресс, который превратился в депрессию. Мне легко это пережить самому, поэтому я советую обратиться к психологу. Что я и сделала на одном небезызвестном сайте. К сожалению, не знаю, могу ли я посоветовать вам его, потому что я не совсем уверена в методологии моего психолога, но на самом деле я была на таком дне, что мне нужна была любая соломинка. И этой соломинкой стал психолог с этого сайта, и этот психолог увидела, что меня гложет и мой лишний вес. То есть помимо того, что моя жизнь разваливалась, у меня еще и лишний вес. Но я про свой лишний вес совсем забыла, потому что вокруг полный хаос, а лишний вес я вообще забыла, как я выгляжу. Но она мне напомнила о том, что в первую очередь мы должны заботиться о себе. На самом деле я об этом забыла. Вы тоже об этом должны помнить. Психолог плавно меня вывела на путь похудения, потому что мне нужна была хоть какая-то цель. Естественно, я не говорю, что похудение вам поможет в депрессии, а я говорю, первое, что вам поможет, это обращение к специалистам. Когда мы начали разбирать это больше и больше, я не помню в какой момент, но я решила, для чего я это делаю. Я делаю это для здоровья. Я делаю это только для здоровья,
потому что красота меня уже в тот момент не волновала. Меня не волновало, как я выгляжу, меня волновало то, насколько я подвержена рискам, насколько подвержена болезням. На самом деле, как только вы набираете лишний вес, вы находитесь в зоне риска практически к каждой болезни. На тот момент я весила 100 килограмм, 700 грамм. Когда была цель определена, первое, что я сделала, это 1 неделю я фиксировала все, что я ем. Посмотрите, что вы едите. И не так, что я запомню. Прям напишите, что вы ели. И это должно быть в столбик, во сколько вы поели, что вы поели и как вы себя чувствовали. После этого вы поймете, в какой момент вы чувствовали голод и когда вы по-настоящему хотели есть, и в какой момент вы просто от скуки что-то ели. После этого неделю дальше я разделила все свои порции на 5 маленьких порций. То есть это были реально маленькие коробочки по 250-350 миллилитров. Чуть больше, чем за месяц. Я думаю, это где-то 5 недель. Я похудела на 10 килограмм. За 2 месяца, я думаю, я похудела уже на 15 килограмм. Остальные 5 килограмм уже уходили медленнее. Дальше похудение было уже немного медленнее. 5 килограмм уже не помню, как долго уходили, но я вообще не складывала ручки, не сдавалась. Просто продолжала, потому что я уже привыкла к такому питанию, мне вообще было не сложно. Поэтому и хоть замедлился мой путь, но он не остановился. Последних 5 килограмм я сбросила уже намного позже, так как делала небольшой перерыв, то есть я вообще никак не контролировала свой вес. Возможно, где-то я поправилась на какой-то килограмм, но это вообще не критично. Я считаю, что это вода. То я решила продолжить похудение. Для этого я нашла питание, которое не нацелено на похудение, но это питание, которое выявляет какие-то болезни. Основы этой диеты были таковы, что вы отказываетесь от всех продуктов, которые вызывают какую-то там непереносимость. Достаточно урезается ваш рацион и достаточно правильно он выглядит. На данный момент я похудела уже на 28 килограмм и все еще продолжаю свой путь к 65 килограммам. Что я для этого сейчас в данный момент делаю? Я не только правильно питаюсь, но и занимаюсь разными активностями. Например, я стараюсь посещать различные танцы. Также я хожу на занятия баре. Это такое занятие, где вы занимаетесь балетом, пилатесом и какими-то различными упражнениями. Очень советую. Также помимо таких активностей за неделю я много хожу. Я хожу на работу пешком и с работы. Это получается около 6 километров. Это не вся моя активность за день. Также я бегаю. Бывает пару раз за неделю, бывает вообще ни разу, бывает и 3 раза. По питанию я стараюсь есть на свой дефицит калорий плюс-минус, то есть это не всегда строго то, что вам написано в интернете, 1700, вы должны есть 1700, то есть это должно быть плавно, потому что ваш организм привыкает к любой калорийности, к любой нагрузке, и вы по-любому столкнетесь с плато, поэтому вам немножко нужно будет раскачаться. То есть если ваша калорийность 1700 дефицит, то на выходных какой-то день 1900. Думаю, мы подходим к концу этого видео, и, возможно, в следующих видео я разберу больше свое питание, свои тренировки, переезд в Чехию и учебу здесь, и еще много-много тем. А на этом у меня все. Пожалуйста, подписывайтесь или пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Возможно, я что-то упустила, и будет какой-то ролик, где я дополню это видео. Но на данный момент это все. Спасибо, что посмотрели, и удачи в похудении.